В этом видео вы найдете множество техник и идей по трафаретному декору. Акриловая краска. Используем трафаретную кисть, у которой срезан торец под прямым углом. Кисть должна быть сухой. Краску наносим вбивающими движениями сверху вниз. Здесь я создаю предмет декора в винтажном стиле. Смотрите, как работает старая палетка теней. Я взяла косметическую мягкую кисть. Все ссылки на МК, использованные в этом видео, вы найдете в описании. При помощи трафарета можно создать фактурные поверхности. Понадобится шпаклевка или текстурная паста. Как сделать текстурную пасту своими руками, вы увидите в конце видео. Теперь несколько техник окраски фактурных поверхностей. Окрашиваем в темные тона мокрой кистью, так, чтобы краска попала во все углубления. После полного высыхания окрашиваем методом сухой кисти светлым тоном. Кисть держим параллельно поверхности и как бы вытираем кисть от краски. На фоновый трафарет, что я использовала ранее, можно наложить трафарет с мотивом и добавить еще декора акриловой краской. Следующий способ окраски довольно простой. На сухую шпаклевку накладываем тот же трафарет, добиваемся полного совпадения. Такой способ хорош, когда вы хотите сделать рельеф разного цвета в одном трафарете. Следующий способ нанесения краски мастихином или пластиковой карточкой. Накладываем вновь трафарет на слегка влажную шпаклевку. Акриловую краску лучше взять в тюбике, она более густая. У меня черная жидкая краска подтекла под трафарет. Вот и еще вариант. Вновь накладываю трафарет, но сдвигаю его на миллиметр-полтора. Этот способ я назвала наждачка. Когда краска высохла, проходимся по фактуре шлифовальной губкой или аккуратно наждачкой. В одной работе можно использовать несколько трафаретов. Используем фоновый трафарет. А после накладываем трафарет с мотивом. Выделяем рельеф спонжем или сухой кистью.
Эффектно выделить фактуру поможет восковой хайлайтер. Наносить его лучше подушечкой пальца. Воск наносится как финишный слой, и лучше это сделать после покрытия заготовки лаком. Трафарет может работать и с поталью. Наносим клей для потали через трафарет. А воском при помощи трафарета можно окрасить кожу. Для трафаретного декупажа нам понадобится белый слой салфетки. Для верности лакируем салфетку лаком из баллончика или лаком для волос. Наносим тонкий слой любой шпаклевки или текстурную пасту. Можно нанести шпаклевку 2-3 раза, получится более рельефно. А дальше поступаем как при обычном декупаже. Клей ПВА, разведенный водой. Выделяем фактуру сухой губкой светлым тоном. Добавляем воск. Эта техника подходит для выпуклых и вогнутых заготовок. Здесь я окрашиваю фактуру методом смывки. Краска должна попасть во все углубления. При помощи трафарета создаем имитацию чеканки. Еще один слой для фактурности. Покрываем клеем ПВА и приклеиваем фольгу. Окрасить можно кремом для обуви. Текстурная паста – довольно дорогое удовольствие. Замешиваем текстурную пасту из любого клея ПВА и глиттера. Теперь беру очень густую акриловую краску для стен. Моя очень загустела. Замешиваю эту краску с солью до желаемой консистенции. Соль можно заменить на соду, муку или крахмал. Меняется только текстура. Любая из этих паст будет работать с трафаретом. Сырую текстурную пасту посыпаю глиттером. После полного высыхания излишки снимаем веерной кистью. Глиттер останется только на рельефе. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.